Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только долгие стримы и быстрые обзоры. Недавно был обзор, точнее около 2 часов назад, на умный ирригатор от Xiaomi. И в принципе из 7 сотен обзоров на канале, около, наверное, 1,5 на девайсы Xiaomi. Помимо того, что я делаю на них обзоры, я их покупаю еще в личное пользование, и часть из этих вещей на обзорах не появляется. Другая часть появляется не только на обзорах, но и в стримах. Допустим, вот это вот лампа Лофри, или эта лампа, на которую я тоже через пару недель сделаю обзор. Таких я, кстати, купил 2. Но сегодняшняя тема стрима, как вы прекрасно заметили, это топ-100 вещей Xiaomi. Опять же, можно сказать по моей версии, можно сказать по версии, скажем, пользователей. Потому что, опять же, я покупаю все эти девайсы, читая комментарии, читая отзывы купивших и смотря кто чем интересуется. Да, сейчас уже можно зайти в магазин, уже есть в больших городах великолепные Xiaomi-шные магазины, понятно, с крупной наценкой, но во всяком случае в руках можно потрогать те же пылесосы, роботы-пылесосы, посмотреть, каким образом рюкзаки будут на вас сидеть, либо те же куртки. Но попользоваться уже нельзя. Но черт с ним, что нельзя пользоваться. В первую очередь я бы хотел обратить ваше внимание на описание к видео. Я, понятно, не все обзоры туда закидал, но закинул, наверное, обзоров 120 точно. Плюс еще добавил, как всегда, условия розыгрыша на канале. В первую очередь на канале проходит основной розыгрыш. Это 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Во вторую очередь идут дополнительные розыгрыши. Допустим, когда мне партнеры посылают там 6 пар наушников. Образно говоря, Кавей в прошлый раз я сказал, если вы хотите обзор на ваши наушники, дайте 5, чтобы разыграть среди подписчиков. Они окей. Вот. Или вот сейчас идет розыгрыш на телефон Qbot Note 20 Pro. Понятно, что через 2-3 месяца, может быть, он и заглохнет, как любой другой девайс в районе $100, но, во всяком случае, я его разыгрываю. Плюс еще будет телефон еще один в районе $100 и еще несколько наушников в этом месяце. Все розыгрыши 30 числа, в принципе, основную информацию по поводу розыгрышей я довел. У меня есть соцсети, контакт, Facebook, и самое главное, есть 2 основные ветки телеграм-каналов. Одна взаимопомощи, в прикрепленном комментарии всегда, возможно, сейчас я не добавил, да, сейчас я не добавил, сейчас добавлю, но уже те, кто будут смотреть записи, смогут увидеть данные ссылки. И вторая ссылка на телеграм-канал со скидками. Сам, в принципе, то, что я покупаю на Алиэкспрессе, в основном я закидываю туда. Не все, понятно, потому что что-то я покупаю за очень высокие цены, ну, потому что мне вот просто надо или приспичило. Допустим, я еще не обозревал щетку для волос Xiaomi, я ее покупал за 7 тысяч, сейчас она стоит 3200, я на нее все еще не сделал обзор, но потихонечку пользуюсь. И самое главное, что во время распродаж я туда закидываю, пусть немного, но рабочих промокодов. Вы сами прекрасно знаете, что во время сейлов промокоды работают довольно плохо. Все, мини-рекламу себя же уже закончил, поэтому еще раз всем привет, кто зашел. Спасибо за то, что ставите лайки, за то, что пишете в комментариях, что купить. Как вы заметили, прошлую неделю я не делал обзоры на наушники это, в принципе, было относительно намеренно. Почему? Потому что, ну, они меня самого чуть-чуть поддостали, а вторая причина это то, что наушники у меня остались только либо супер дорогие, либо лоу-кост, притом лучше этого лоу-коста у меня уже было на канале. На следующей неделе, наверное, пару-тройку пар наушников все-таки сделаю на них обзоры. Сегодня основная тема, чем именно я пользуюсь. То есть зачем вообще сегодня мы собрались. 100 вещей, которыми я пользуюсь. Я не буду загибать пальцы, я буду вам просто перечислять и показывать. Понятно, это частично уже в убитом состоянии. Допустим, тот же чайник у меня уже 3-й год от Xiaomi. Это Xiaomi Midge, был когда-то обзор, я даже на него, по-моему, ссылку не закинул. Практически в каждом магазине есть этот чайник, есть неумный. Понятно, что через программу я им не пользуюсь, не знаю людей, которыми пользуются через программу, пылесосами знаю, а вот чайниками нет. Вторая тема это напольные весы. Напольные весы, обзора на них не было, юзать я их только-только сейчас стал использовать. В принципе, я их купил, потому что я купил умные часы Amazfit, умные весы Amazfit, и у меня есть умные весы Peacock больше года.
И я хочу их сравнить. Как раз будет мотивация чуть-чуть подвигать своими мышцами, чтобы посмотреть, как это все дело будет реагировать, насколько по-разному, и для вас сравнить, может быть, даже на стриме. Я уверен, что всем будет полезно, учитывая, что MSFit-овские весы вообще какого-то черта стоят 4000 рублей, а это дело 2000 рублей. У Пикука вообще за 1500, да и в принципе Xiaomi, по-моему, первой версии можно купить за 1500. По большому счету, они вообще не нужны, если вы в теле и вам наплевать. Либо вы занимаетесь спортом и вам также наплевать. Я вообще не знаю, кому они нужны, но я периодически встаю на весы. Сейчас я, допустим, знаю, что у меня дефицит. Дефицит питания, дефицит спорта, я сбросил 6 килограмм. Поэтому эта штука полезная, всем советую, не обязательно Xiaomi. Вот, чем я еще пользуюсь? Всегда я пользуюсь щетками зубными, электрическими. Вот эту штуку я покупал, по-моему, за 700 рублей, в телеграм-канал скидывал, когда была распродажа на нее. Это P60, по-моему, зубная щетка. Это T100, еще 1,5 года назад я покупал за 9 долларов. Пользовался тоже довольно долго. Опять же, если командировки, либо куда-то на ночь ухожу работать, я их беру. Вот, это X3. X3 имеет свойство, что через года 2-3 сука с X3 выходит из строя, но все бывает, так сказать. То есть вечных вещей не бывает, и зубные щетки, опять же, становятся то хуже, то лучше. Конечно же, лучше, иногда дороже. Вот, допустим, часто очуменный пример этому – это ирригатор. Ирригатор такой же от Philips стоит 9000. Вот сейчас вы видите W1. Я его не рекламирую, оверпрайс лютый. Я советую либо проводной какой-нибудь за 20 долларов, либо, если хотите, беспроводной, вот такой Сукас у меня тоже был на обзоре. Но к чему я хочу сказать? К тому, что Philips изначально стоит в 2 раза дороже. Плюс там нет программы, и все намного скромнее по характеристикам. Я, конечно, понимаю, что они на несколько лет раньше придумали эту штуковину, но по факту вот сейчас это лидер, особенно если кто-то умудрился, как мне в комментариях человек написал, купить данный девайс за 38 долларов. Золотой Кубач, я очень прошу, чтобы вы покинули данный чат. Напоминаю, что канал находится без мата, без хамства, без рекламы. Людей банится очень много. У нас тусовка людей, которые друг друга уважают в первую очередь. Да, стрим обязательно сохранится. И самое главное, о чем я вас прошу, если вы будете пользоваться моим мини-сервисом, нашим мини-сервисом, это телеграм-каналом взаимопомощи, ищите, пользуйтесь поиском и уважайте друг друга. Самое главное. У меня все хорошо, мы с вами увиделись, как всегда, по воскресеньям. И возвращаясь к ирригатору. Он слишком дорогой, даже за 39 долларов. Это довольно приличная покупка. Те же 20 долларов можно купить ирригатор подешевле. Вот такие ирригаторы Xiaomi, обзор на который, по-моему, был около года назад, почти 90 тысяч просмотров у меня набрал. У кого-то он погибал. У меня он не погиб, он все так же работает. Если бы погиб, я бы сообщил. Допустим, те же бритвы. Ну, кстати, бритвы тоже не умирали, но Энхен я разбил. Вот, она у меня несколько раз падала. Это тоже бритвы из разряда одноразовые. В каком смысле одноразовые? То есть, когда ты их покупаешь за 10-20 долларов, если ты будешь бережно к ним относиться, они могут жить долго. Ты будешь покупать на них кассеты, и все вроде бы будет хорошо. Если ты будешь раздолбаем, как и я, то при любом раскладе эти вещи накроются медным тазом. На бритвы у меня очень много обзоров, опять же про бритвы, повторяю, если щетки зубные, лучше всего, мое мнение, все равно звуковые вы покупаете, если у вас много денег, Сукас, X3, X5, X7, в общем, все, что найдете. Если ирригаторы, то смотрите не обязательно на W1, потому что нет здесь IPX7, здесь IPX5, и я не знаю, сколько это дело выдержит и выживет. А когда я узнаю, сколько это дело выдержит и выживет, я обязательно вам расскажу на том же стриме, я буду им пользоваться. Плюс, конечно, очуменный, что можно использовать ополаскиватель. Для меня это было открытием, но оказывается у Philips тоже, но там все-таки прайс 9000, 9 против 4 с копейками, как я покупал этот ирригатор. По характеристикам он лучше, не рекламирую, а просто говорю о том, что они сделали реплику, притом неплохую, в каких-то моментах лучше. По щеткам, если хотите low-cost, всегда смотрите что-нибудь Xiaomi Yupin Midja. То есть вот это вот дело вас не разочарует, если это ваша первая электрическая щетка. Если вторая, третья, X3, X5. Про бритвы, почему я возвращаюсь к этому делу? Я пользуюсь вот этой бритвой, квадратненькая, многим она не заходит. По отзывам мне она все еще нравится. Видите, уже такая подубитая, внешне во всяком случае. Вот, но мне она понравилась. Хотя, сколько я ей пользуюсь с начала обзора, я не смазывал лезвие, и у меня четкое ощущение, что мне скоро нужно будет их либо новые купить, либо новую бритву купить.
потому что Xiaomi Brown бритва мне не пришла, которую я заказывал. А по дешевым бритвам, если опять же эконом-класс брать, можно купить за 5-7 долларов, за 10, за 15, если повезет, Xiaomi Enhem. Если что-то попадается, я обязательно это дело обозреваю. Вы это видите в телеграм-канале со скидками, видите на обзоре. Покупаете и пользуетесь. Во всяком случае, какие-то там 3-4 месяца она точно отживет и, в принципе, жить будет даже дольше. Вопрос просто, каким образом вы будете за ней следить. Вот такие все маленькие бритвы, они какие бы ни были крутые бренды у вас, при любом раскладе они будут постепенно приходить в негодность. Тут и площадь маленькая, и для дядек с щетиной приличная. У меня единственное, это приличная щетина, это точно. Вот, если у вас есть деньги на Браун, на что-то дорогое из Philips'а, и вы готовы потом, как я когда-то покупал на свой Panasonic, покупать лезвие за цену бритвы, почему нет? То есть вы молодцы, и я был бы молодец, если бы у меня было столько финансов. Дальше по бытовой технике, что бы я хотел сказать по поводу Xiaomi, чего здесь нет, но вы можете прекрасно на стримах, тем же, не на стримах, а в Инстаграме посмотреть, как я иногда снимаю мой убитый пылесос Xiaomi первый. 2,5 года он живет. Как мне говорят, ничего удивительного, что он 2 переезда прожил, но я там ни аккумуляторы не менял. Он у меня в состоянии из разряда его калашматил мой маленький сын, который, как вы прекрасно понимаете, великолепным образом любил долбить все, что катается, включая машинки, и почему бы не робот-пылесос. И он все еще живой. Вот, так что если вы выбираете любой робот-пылесос, опять же, несмотря сколько я делаю обзоров, вы всегда слышите в конце обзора, допустим, на этой неделе у меня был обзор на робот-пылесос с функцией протирки полов, программы, и всего он сейчас стоить будет с завтрашнего дня 11 тысяч. Я его не советую, я делаю эти обзоры в первую очередь, чтобы каким-то образом размазать контент. А если вы хотите купить что-то, что у вас будет работать долго, по моему мнению, чтобы вас радовало, это любой девайс Xiaomi. У меня будет Roborock S6 скоро, но это нереально дорогой девайс. Может быть, C1 куплю себе сам, кому-нибудь потом подарю. В общем, у Xiaomi пока, в моем понимании, самые идеальные роботы-пылесосы, не считая анкеров. Вот все, что у Anker производится, это прям супер тоже мега топ, но цена у них прям тоже очень злая. Доктор Дарвин, они стоят копейки, не стыдно клянчить. Ничего не понял, но окей. Друзья, спасибо за то, что пришли. Кому не жалко, ставим лайк. Кто считает этот контент паразитным, ставим дизлайк. И мучаем себя дальше, потому что чем-то себя наказывать надо. Главное, не алкоголем, не наркотой, не членовредительством, правильно? А дизлайками можно и просмотром какого-нибудь ненавистного стрима. Что еще бы я хотел сказать о Xiaomi из разряда света. Вот почему здесь лежит, опять же, эта лампочка, которую клеют обычно куда-нибудь на шкафчик на кухне, если у вас нет полноценной подсветки. Это ночник. Почему Xiaomi-шный, я сейчас объясню. Очень много людей, моих знакомых, они не то что планируют, а кто-то уже создал великолепный умный дом от Xiaomi. Это уже довольно просто, потому что довольно протоптанная дорожка, много людей готовы помогать, Варвар, если здесь, я уверен, готов, и на ФУПДА таких людей море. И вот такие штуки, их можно соединять. Конкретно эти, по-моему, соединять нельзя, но, в принципе, они выглядят прилично, очень часто они на распродажах. А почему это лежит дело здесь, как многие могут сказать, фикс прайс иди купи, либо в Икею доедь купи. Но, во-первых, это качество, а во-вторых, я бы хотел не о них напомнить. У меня есть две обалденные лампы, сейчас я показывать это дело не буду, одна надо мной, а вторая в комнате сына. И у меня немного тормозит, у всех немного тормозит, и у меня тоже, я не знаю, с камерой какая-то проблема сегодня. Камера Pixel 4. Так вот, эти две лампы от Xiaomi просто вот такие. Это такие же E-Light, как вот эта лампочка, такой же значок. Очень советую к приобретению, если вы купите такую штуку, она вас точно не разочарует. Я не говорю про эту лампу, эта лампа стоит космос. Потом когда-нибудь сделаю обзор. Вот, тут я, Варвар, привет. Стоит ли покупать MSFit Powerbuds для игр, YouTube и звонков? Нет. MSFit-овские наушники, они исключительно для спортсменов, для того, чтобы тестировать ваши пульсометры, проверять ваш пульс при занятиях спортом. Какие еще полезные штуковины выпускают Xiaomi? Очень дешево всегда можно купить всякие триммеры. Здесь один триммер, а второй я куда-то запихал. Запихал в приличное место, по-моему, в кухне, в умывальник. Короче, в ванной у меня. Вот этот триммер неплохой, он не идеальный.
То есть сказать, что я встречал идеальный триммер от Xiaomi, нет. Но за свои деньги они хороши. То есть они надежны, они хорошо выглядят, они выполняют свою функцию. По большому счету это самое важное, что должно быть. И если брать триммеры, то я их советую. Всякие лампочки, начиная от Lofri, Light, еще чего-то. Если вы будете заказывать, вы должны быть морально готовы, что хотя я держу в руках штуковину почти за 4000 рублей, ну не выглядит она на 4000, она выглядит ну максимум на 1500, как раз под адекватный курс, когда доллар был 60 рублей, вот, а сейчас уже нет. Дальше, по поводу каких-то пауэрбэнков и всего остального. У Xiaomi много просто, очень большое количество и своих пауэров. Это их, допустим, это с беспроводной зарядкой вы часто видите в обзорах с наушниками. Это обычный на двадцатник, его реально купить и белые, и черные в районе, ну не знаю, там 1500 рублей даже с этим курсом. Главное распродажу ловить. Опять же, если вы не заметили, завтра начинается распродажа, сегодня я ее никаким образом не раскачиваю. Почему? Потому что я пока не вижу, что там выгодного покупать. Мне многие скидывают квадрокоптеры, еще какие-то вещи. Это не те вещи, которые бы я себе хотел купить. И если брать ноябрь, 2 распродажи, вы видели, сколько я всего набрал. Во-первых. Во-вторых, вы видели, с каким рвением я об этом вам рассказывал. То, что будет завтра, ну, это локальная вещь. Если вы что-то собирались купить, надо брать. Если вы что-то ищете, прямо, чтобы вас удовлетворило сегодня, здесь и сейчас, супер цен там и не будет. С другой стороны, с января месяца не факт, что будет еще лучше. По поводу всех телефонов, которые вы сейчас описываете. Я купил Poco X3, уже тестирую. Я купил Vivo Realme V3, я купил Realme 6 Pro, 7 Pro. Это я все купил сам. Ну, я вам показывал на стримах. Это все в пути. Nord, OnePlus Nord, я не знаю по каким причинам OnePlus отправил. В общем, из 6 телефонов один мне отправили. Что и как буду рассказывать, потом сделаю для вас под конец топ бюджетных телефонов. Но пока то, что я видел в Poco X3, друзья, ну вы были правы, они топ. Poco M3 я тоже купил, и их тоже выслали, его, но мне кажется, он очень долго будет идти. Не забываем прожать лайк, вас 200, я один, и мне приятно с вами общаться, надеюсь, вам тоже со мной приятно. Вот, по поводу каких бы еще девайсов я хотел сказать. Вот здесь лежат очки, которые защищают от компьютера. Мои любимые очки это Redmi, вы можете посмотреть, и Qcan, как сейчас они называются, B1. На канале 2 обзора, это дешевенькие, дешевые. Раньше они были 1500, сейчас я даже боюсь представить, сколько их. Может быть, на распродаже как-то можно купить. Они помогают лично мне. В отзывах под обзорами данных очков вы можете прочитать отзывы людей, которыми ими пользуются. Их много, людей, которые считают, что это плацебо, и людей, которые считают, что они помогают. То есть, неважно, мне даже если это плацебо, важно, что это дело мне помогает. Ну, как когда вы едите, допустим, я не ем таблеток, тьфу-тьфу-тьфу, ну, мне везет, не болею я, но к хирургии я плохо отношусь. И вот эта штука мне помогает с глазами, может быть, самовнушение. Но помимо этих очков, которые сомнительно помогают или нет, Xiaomi выпускает довольно большое количество солнцезащитных очков. И вот солнцезащитные очки, двое очков топовых есть на канале. Одни женские, одни мужские. Притом я имею в виду турок именно. Турок как направление у них. И я советую вам их рассмотреть к покупке, особенно зимой, потому что зимой они будут дешевле. Я от них в восторге, я в них все еще, допустим, фотографируюсь, как вы видите, на обложке со всякими пуховиками и всем подобным. И если вы хотите какие-нибудь очки, которых нет у всех, можете посмотреть как раз их. Дальше, как раз я сейчас вспомнил про куртки, их здесь сейчас нет. Ношу я последняя куртка на канале была в обзоре оверсайзом для меня, то есть я не угадал с размером, но несмотря на это, я с безумным удовольствием, я не знаю, почему у меня такая штука в голове, ношу умный пуховик Xiaomi 90 Go. Он был 3 недели назад, 82 тысячи просмотров, я, по-моему, на него тоже в описании не оставил никаких ссылок. Мне он нравится. Да, у него есть, вот сейчас выползли еще новые косяки, это у него неутепленные карманы. Я ношу в карманах перчатки и думаю, ну как-то ветер поднялся, а я их чувствую. Чувствую ветер, что странно. Ну, есть косяки с одной стороны. С другой стороны, за эту цену
за ту цену, за которую они продавали. Не сейчас, а в районе 4500, более чем достойный пуховик, еще и с функцией подогрева через Powerbank. Извращение, да. Кому-то не зайдет, конечно, но если вам фасон данный интересен, то они делают неплохие куртки, потому что вторая моя любимая куртка это Adidas Porsche Edition, и я знаю, что Adidas больше их не выпускает, и я человек привычки, то есть, как у меня многие шутят на работе, я, допустим, наверное, месяца 2,5 ем в обед Black Burger и 2 большие картошки. Вот, ну, вот такие у меня штуки, и по поводу вещей также, если мне нравится эта вещь, я ее ношу. Тот пуховик мне нравится. Поэтому, если вы рассматриваете к покупке пуховики Xiaomi, вне зависимости от того, что я последние 3 минуты говорил, и если вы живете в большом городе и у вас есть возможность это дело примерить, вы меряете и покупаете через сеть. Если у вас такой возможности нет, не рискуйте. Почему? Потому что все-таки лучше переплатить пару-тройку тысяч и купить что-то, что будет прямо на вас сидеть, и это будет прямо тепло. Понятно, что Merrell подделывают. Если брать тот же Спортмастер, я бы там брать ничего не стал, хотя на меня сейчас также спустят собак, как когда я сделал ролик про Decathlon и раскатал, ну, в моем понимании, их политику продажи кроссовок. Я считаю, что они плохие люди, я считаю, что они продают плохие вещи. В Спортмастере есть такая же тема, но там как повезет, во-первых. Во-вторых, очень много людей, которые прошли через этот Спортмастер, могут подсказать, что они продают хорошее, что плохое. Мастерс ничего с очками не поделаешь, либо они вам подойдут, либо нет. Никак, это пальцем в небо. То же самое, нужно примерять, если нет возможности. Ничего вам посоветовать не могу, потому что это такая вещь, как повезет. Вот, по поводу курток, очень мне нравится тот, как делают вейфаны. Вот красная куртка, точнее не вейфаны, а 90 фан. Красная куртка, единственная женская на канале, пуховик Парка. Вы бы вот пощупали ее. Это такой топ, это вот нереальный топ. Если у вас будет возможность ее примерить по материалам, я уверен, что людям с мегаполиса она зайдет очень даже хорошо. Merrell сами скатились до подделок. Да, Трагер, я говорю, очень много печального я могу сказать про наши а-ля брендовые магазины. И когда мне говорят, почему ты покупаешь на Алиэкспрессе, я бы раскачивал другую площадку с удовольствием. Я покупал когда-то на Бангуде, я покупал на Гербесте. Что заметил лично я? Поддержка может быть чуть-чуть более отзывчивая, но сроки трындец, нереальное количество товара, который продается по оверпрайсу. Вот, то есть на Али ты реально можешь купить дешевле. И, соответственно, мне перестало быть интересно пользоваться другими какими-то сервисами. Вот, если говорить о России, что можно купить, умудриться в Москве на 30% дешевле. Во-первых, я не из Москвы, я из, на данный момент, тундры. Точнее, тайги. Вот сейчас я в тайге. Я 12 лет в тундре жил, сейчас в тайге. И для меня любая пересылка любого товара, для примера, я купил Sony MX 4 тысячные, которые 30-ку стоят, накладные. И что вы думаете? Из Москвы их отправили в другой город. Вот другой, просто вот. И сейчас я жду еще 1,5 недели, когда с этого другого города этот товар придет в Москву, и с Москвы его мне пришлют. Добро пожаловать в мой мир. Вот. Если разговаривать о тех же вещах, которые, может быть, было бы круто примерить, а может быть, было круто пощупать, я это могу делать только либо в отпусках, либо в командировках. Не забываем прожать лайк за труды, вас много, меня мало, или дизлайк, если вам этот формат не нравится, и вообще вы не любите мой канал, за это будет огромное отдельное вам спасибо, потому что психологию хейтеров я точно не понимаю, но эти люди достойны уважения. Наказывать себя чем-то это круто. Дальше, по поводу Xiaomi-шных девайсов, про роботы-пылесосы я уже сказал. По поводу пылесосов ручных, вертикальных. Первое и последнее, что я хочу сказать по поводу них. На YouTube Everybody Lies. Можно даже меня причислять к этой штуковине. Почему? Потому что этот товар сложный. Да, но, допустим, это не из разряда оправданий. Да, все пылесосы вертикальные, что у меня были на обзорах, все сейчас работают. Но я вижу реально качество этой штуковины. И для того, чтобы оценить, насколько хорош данный девайс, вам просто необходимо прийти и потрогать его в магазине. Если вы ни разу не трогали вертикальный пылесос, не пытались им пропылесосить, то грош цена тому, что у вас появится на руках. Вот проще говоря, если вы сейчас сходите в видео Эльдорадо, либо другой сетевой магазин, вы пощупаете эти пылесосы, посмотрите цены, когда вам придет тот же Джимми,
вы будете целовать экран блогера, который вам его советовал, учитывая цену, особенно если вы купите на распродаже. Второй вариант, вы не ходили в магазин, вы не видели, какой хлам у нас продается, там еще с какой-нибудь функцией мытья полов, это вообще дичь лютая. Я даже на обзор, вот предлагают мне, я даже не беру это дело на обзор. У меня был моющий пылесос очень хороший, Томас, и я знаю, что это за система, я не верю, что китайцы такие гениальные, что, опять же, видел то, что в магазинах продают, что они сделали что-то лучше, во-первых, а во-вторых, что-то, что будет долго жить. Любая вещь, в которой есть вода, влага, умирает намного быстрее, чем без влаги. Вот, соответственно, если вы хотите вертикальные пылесосы, в принципе, я советую все Xiaomi-шные девайсы, которые вы видите в обзорах, но только после того, как вы сможете подобное посмотреть, оценить, насколько это дешевле, понять, что это такой же пластик, понять, что это может быть даже в каких-то местах лучшая сборка, и прикинуть для себя, что вам точно не нужна будет влажная уборка, потому что это не вещи для влажной уборки. Если вы будете за 10 тысяч покупать или даже за 15 или 20 пылесос вертикальный, то он, скорее всего, погибнет смертью храбрых довольно быстро, и вы будете плеваться дальше, чем можете. Спасибо большое, Игорь, за то, что перешли в поддержку канала. Первый донат. Дальше. Вы перешли на новый уровень. Так, давайте я выскажусь и все-таки отвечу на все ваши вопросы. По поводу всех наушников, что были на канале. У Xiaomi две, я считаю, удачные находки. Это дешевые наушники, беспроводные. Redmi AirDots, первые или вторые, или S, без разницы. Вот. И вторая вещь, достойная, но я не советую ее покупать по данному прайсу, это вот эта штука. Вот. И что бы я еще хотел сказать, что вот эта штука, это Xiaomi-шные AirPods 2 Pro. Даже если вы купите их за полную стоимость, вы не прогадаете. Но облизывать это дело в ролике я не имею морального права. У меня в первую очередь негативный контент. Я иногда даю маха и полностью не загаживаю какой-то девайс, потому что он мне реально понравился. У меня недавно такой, кстати, был, по-моему, не Xiaomi, и я прям его безумно хвалил. Мне куртка ленинговская понравилась. Мне понравился, кстати, ноутбук Honor Magic Pro, который тоже был на этой неделе 3 дня назад. Но он ни о чем в плане, я не понимаю, зачем он. То есть многие пишут, что рендерит на нем, но это дичь. То есть я попытался рендерить, 4К нет, в HD он подтормаживает. Если брать не сильно его хейтил. EQ-Bot 20 Pro, вот этот телефон, который я разыгрываю, я понимаю, что это очень дешевый телефон, я понимаю, что, возможно, он кому-то понравится исключительно из-за цены, но после того, как... И поэтому я его не хейтил тоже. Но он пришел мне после, получается, телефона, который я тестировал около 2 месяцев назад, тоже low-cost, лютый, по-моему, долларов 100 он стоил. У Mididja A7 Pro. Ну такая хламантина. Я его разыграл, конечно, может человек его настроил правильно, но я не смог. Я не осилил это дело. Вот, что-то я ушел от темы. Всякие штуки из разряда вот этих Xiaomi-шных антистрессов, которые ломаются, как вы прекрасно понимаете. Это а-ля Xiaomi, не Xiaomi, были у меня обзоры на них. Их нужно покупать по лютым скидкам. То есть кто-то умудрялся их купить в 5 раз дешевле, чем я. Это обычные игрушки, ничего больше или меньше. Вы можете прийти в Лего и купить подобное. Ну, подобное, может быть, и не купите, но поискать что-то близкое к телу. Вот. По поводу наушников я все сказал. Мне накладные их наушники, в принципе, нравятся. Единственное, о чем я забыл сказать, это то, скорее всего, что я не буду делать, на что обзор. Может, и буду. Это дело мне с Poco X3 прислали в подарок. Видите, я даже не вскрыл. Просто все рюкзаки у Xiaomi, все, что я тестировал, мне понравились в том или ином виде. Но больше всего у меня есть Business Pack 2, рюкзак просто неубиваемый. Ну, я Business Pack 1, окей, порвал. Ну, как неубиваемый? Я убить могу что угодно, но я с ним хожу и все еще не убил. А в первом я порвал молнию, потому что запихивал туда, помимо своего 17-дюймового ноутбука, и чтобы вы понимали, он под 15-дюймовый рассчитан, я еще запихал туда очень много посылок в этот день. И, в общем, решил молнию чуть-чуть перервать. В общем, оторвал молнию, и рюкзак не виноват. Второй,
бизнес-пак 2, который, точнее, у меня бизнес-пак 1 был 3 года назад, вот сейчас уже больше года бизнес-пак 2. Если вы купите, даже школьники пишут, что, ну, даже школьники просто самые большие убийцы любых девайсов и вещей. Так вот, даже школьники пишут, что с ними все норм, с этими рюкзаками. Если вы хотите купить хороший дешевый рюкзак надолго, и желательно, чтобы это было не что-то из разряда вырви глаз, или что человеку достанет, там, вот, не знаю, мультяшку какую-то любит, через полгода маленький человек перестал ее любить. Соответственно, что происходит правильно? Мы меняем вещь. Либо не меняем и ругаемся, но лучше всего получать вот так, брать такие штуки. Очень мне нравятся часы Сига, но это не вещь из разряда must-have. Почему? Потому что все-таки Xiaomi, как бы сказать помягче, они раскидали свои щупальца на разные категории. Это уже ближе, если не категории премиум, то где-то так. Очень многим не нравится эта штуковина, очень многим нравятся конкретно эти часы. Это самые их дешевые часы, самые неинтересные по мнению пользователей, но мне они вот зашли. Если брать категорию вообще всех девайсов Amazfit, которых у меня тоже очень много на канале, раньше у Huami часть была у Xiaomi, точнее, акций больше, чем сейчас. Сейчас Xiaomi владеет 25% акций Huami и очень сильно ругаются, если мы Amazfit благополучным образом вспоминаем в роликах как что-то, что принадлежит Xiaomi. По факту, вот сейчас можете перепроверить, Xiaomi имеет 25% акций Huami. Huami владеет полностью Amazfit'ами, конечно же. То есть можно сказать, что на четверть все-таки Xiaomi владеет Huami. Почему? Потому что Huami создает, штампует Mi Band для Xiaomi. И из Amazfit'ов я бы хотел выделить в первую очередь, какие вещи, какие бы я из Xiaomi взял. Это, конечно же, бипы, любые. Bip S2, потом Bip U, который я разыгрываю. Вот, я же забыл. Забыл в описании добавить, что я разыгрываю еще Amazfit Bip U. Представляете? Вот эти вот часы, они, правда, зеленые пришли. Получилось так, что я купил зеленые, они мне уже пришли, но производитель мне тоже прислал зеленые. И, в общем, мы с ним сошлись на том, что я их разыграю. Вот. Как бы мне кажется, что все в пользе от этого. Почему? Потому что логично, что BPU продавать я не буду, а вторые BPU мне не нужны. Вот. Думаю, вы не против. Тем более это мне упало с неба, почему бы нет. Потом, что еще у Amazfit'ов хорошего? Понятно, если вы профессиональный спортсмен, это Стратосы вторые, третьи, либо первые. Опять же, относительные профспортсмены. Профспортсменам бесплатно дают Гармины и Суунта. Брал первую версию кроссов Xiaomi. Вот, кстати, по поводу кроссовок. Насчет Midge, Xiaomi Midge, это не спортивные кроссовки. Я не помню, чтобы я в ролике хоть раз Midge 1, 2, 3, 4 говорил, что Xiaomi Midge это сникер именно. Это спортивные кроссовки. Нет. Вот Xiaomi Amazfit, да, антилопы первые, вторые. Или Pri-Race, или еще много всего. Вы можете посмотреть на канале, есть топ-10 кроссовок и топ-5 кроссовок. В принципе, если у вас нет понимания того, что вам надо, и если вы абсолютно не можете никуда пойти примерить Mizuno, либо купить поддельные, к сожалению, очень много поддельных айсексов, то, возможно, да. Буду ли я обозревать приставки? По поводу приставки, у меня только появился телевизор мне тоже заслали, но как-то забыли про меня, поэтому я не знаю, что с ним делать и в какой форме его вообще вам преподносить. В плане чего? В плане того, что хейтить я его особо не собираюсь, но телевизоров на 55 дюймов просто нереальное количество. У меня Kiwi получается. Я с ним, если честно, я с ним просто все еще разбираюсь. Это довольно смешно, что как бы с телефоном и ноутбуком мне проще разобраться, чем с телеком. Наверное, потому что не так сильно интересно. И единственное, к чему я пришел, я вам прямо на стриме скажу, я пока не понимаю, каким образом можно свободно потреблять контент в 4К, не говоря уже в 8К в просторах интернета. То есть и на YouTube не везде 4К есть, и когда ты на 55-дюймовом телевизоре все это дело смотришь, ну так. Чего лагает? Все время лагает. Сегодня нам просто не повезло, потому что как-то не поднастроил я стрим, но не смертельно. Главное, меня слышно. Телек Xiaomi нет, телек Kiwi, притом какой-то 71.0. Ну, видите, я сразу говорю, и Edifier, у меня еще есть игровой, как это называется, типа игрового саундбара. Про пауэрбэнки недорассказал.
Это не Redmi, это Xiaomi. Но есть еще Redmi Powerbank. Они в закупке в Китае вообще баксов 6-7. То есть, если у вас есть какой-то друг с какой-то конторы, которая продает их по 1000 рублей, вы реально можете купить там за рублей 500. Вот. И поэтому, когда вы видите распродажи на Powerbank Redmi, которые я не считаю плохими, вы можете совершенно свободно что сделать? Правильно. Купить их задешево, и ничего плохого не будет. По поводу Android TV и всех этих приставок, я сначала один раз разберусь с телеком, и потом обязательно вам буду рассказывать о приставках. При предложении приставок было море, я не знаю уж, какой-то фанатизм. Люди пишут, давай обзор, пришлем, бла-бла-бла, а я пишу, я не разбираюсь в этой штуке пока. И я не думал, если честно, что вам это интересно. Украинско-китайский бренд Kiwi, Trager, теперь я знаю. Как тебе Miss Boss? Mi Boss, не знаю. Сани, будут обзоры на проекторы для дома, чтобы хорошие, недорогие. Михаил, у меня очень много проекторов. Xiaomi-шного проектора нет. Вот только что вы увидели, как кусок кубика отвалился. Вот. Что еще интересного? Я пытаюсь сделать обзор на Xiaomi-шный проектор, но мне кажется, у меня не получится, потому что он стоит 40 тысяч. Вот, но мне придет U50 Pro, был на U30 Pro и было на BNTech-овских несколько проекторов у меня, в основном портативные, и 3 крупных. И вот сейчас еще есть Wyze на W какой-то проектор, его я тестирую. Вот, так что так. По поводу пауэрбэнков вам ответил, по поводу наушников ответил, по поводу телефонов, которых, в принципе, у меня на канале раньше было много Xiaomi. Почему я их не покупаю? Я сейчас вам объясню. Вот сейчас я уже закупился ими. Poco X3, все-таки это Xiaomi, как я понимаю, правильно? Потом Poco M3, потом что еще из Xiaomi я взял? Ну вот что-то такое бюджетное. Я, если честно, не видел, что интересного. 9S я купил и все, у меня встал ступор. Я не видел ничего нового у Xiaomi, чтобы я захотел купить как пользователь. Вот. Телефоны мне, конечно же, никто, уже не могу сказать, что никто не посылает, потому что посылал Red Magic и посылал телефон мне, вот сейчас Nord, OnePlus. Pixel 4, кстати, вот по поводу Pixel 4 и Pixel 5. Если вы, точнее, Pixel 4 и 4a, у меня какой-то один юный человек, который, наверное, не смотрел обзор, не совсем понял, почему я покупаю пиксели. С одного из таких пикселей я сейчас стримлю. Мне лично очень удобен маленький телефон, как второй основной. То есть у меня два основных телефона, один Huawei P40 Pro, второй Pixel 4. Да, я OnePlus тоже использую, но редко. И Бедлам, привет. Всем еще раз привет, кого не видел. Рад вас всех видеть. И к чему это все? К тому, что телефоны, мне интересны Xiaomi-шные, только лоукосты. Лоукосты, в принципе, нужно обозревать с пылу с жару, то есть с первым. Первому мне никто не даст и не продаст. Почему? Потому что, скорее всего, из-за критики. Если вы пересмотрите канал на телефоны, я, по-моему, ничего, кроме Qboта последнего, не хвалил, вот так, чтобы позитивное ощущение было. Я сам пересматривал. И OnePlus 7T Pro захейтил, хотя он мне нравится. И, пиксели не сильно хейтил, наверное. Но по мне, да. Ссылка на увлажнитель неправильно, извините. Дальше, все эти ссылки в описании на те девайсы, которые вы можете посмотреть на моем канале, это не все. Это вот то, что мне попалось под руку и то, чем я в основном пользуюсь и что мне интересно. Вот, чтобы вы, возможно, на это дело посмотрели. И все это через себя я пропускал, не знаю, в каком смысле, в хорошем, в плохом. Что-то нравилось, что-то не нравилось. Телефоны никогда меня дико не цепляли у Xiaomi. У меня был вау-эффект от Redmi Note 7, вопросов нет. Когда я его купил, он все еще у меня. Был вау-эффект от чего? От Xiaomi больше нет. Вот сейчас от Poco X3 вау-эффект, но Poco X3 обозревали все, кому не лень. А какой бюджетный смарт я посоветую? Я пока никакой, потому что мне M3 только выслали. Наверное, Poco M3 единственный, который я знаю. Будет обязательно топ-5 телефонов. Он был, кстати, топ-5 телефонов, но такой скромненький. Получил сегодня Enhanced Blackstone. Спасибо за обзор. Влад, я надеюсь, она вам зашла. Опять же, мы все помним, что это, к сожалению, low-cost. Вот, но мы же понимаем, бреет она хорошо. Мне понравилось. Дальше. Что еще бы я хотел осветить? По поводу футболок, перчаток. Вот, я еще кожаные перчатки Xiaomi покупал. 2 года уже ношу. И второе, что я покупал, но не ношу 2 года. Обувки очень много. Но обувка так себе вся.
Есть ли аналоги OneBlade? По мне нет. Почему в названии ролика присутствует огонь? Изначально создается впечатление, что каждая вещь прям огонь must buy. Энтони Котик. Дело в том, что если вы заметили, мои обзоры, они очень короткие, раз, а два не завязаны на персонализацию. Что это значит? Это я не шучу особо сильно, пытаюсь где-то как-то. Не кривлю лицом, потому что лица в принципе нет. И из заманухи у меня по большому счету остается только название. Притом я стараюсь все-таки делать его все равно корректным. Ну что, 400 граммов, 4000 паскалей, $566. Так оно и есть. Вот. А огонь, да, огонь, чтобы кликал народ, это логично. Никто не скрывает. Саша, Poco X3 лучше, чем Redmi Note 9 Pro. Диана, пока не скажу. Какой ирригатор у тебя? Вот два. Сукас и W1. Артур, буду ли я завтра что-то покупать? Да, буду, но, скажем так, я подожду денек. Не завтра, а послезавтра буду покупать. Pixel 4a это партнерская штука. Если Pixel 4 я купил сам, то Pixel 4a мне прислала та же контора, в которой я покупал Pixel 4, но без коннекта. И как бы с раскладом, что я о них расскажу. Я о них в ролике рассказал, а мнение о Pixel 4 я вам поведал. И обошелся, соответственно, обошелся бы он мне в $350. Доставку, ладно, я оплачивал. $46 оплатил доставку, еще налог я что-то оплатил, по-моему, $20. В итоге он, наверное, вышел мне в $420-430. Задал вопрос через Donald Alert. Деньги списали, а пишут, платеж отменен. Может быть, я говорю, Donation Alert это место, где мне, может, не знаю, 100 рублей в неделю закидывают. Вот. Спасибо за донаты, я понимаю, что пандемия, второй год, да и вообще, в принципе, это техноканал. В первую очередь мы общаемся. Будут видео с идеями для подарков. Антонио, если надо, то да, но у меня есть целый плейлист «Подарки» называется, и туда я помещаю вещи, которые я бы, наверное, подарил. Хотя вы идею правильную подали, наверное, мне нужно сделать стрим по этому поводу, чтобы я советовал, кому дарить. Саня, спасибо за обзор, взял Honor Magic Watch 2, доволен, еще не настроил. Настроишь. Сука там сам же сказал. Так это и есть сукас, к сожалению. Не матюсь. Артем Новый Если будете спамить, я вас заблочу. Стоит ли покупать Realme Buds Neo? Артем, я не отвечаю на подобные вопросы для того, чтобы ответить на то, что я считаю лучшим из наушников. У меня есть 28 топов на канале, включая топ беспроводных наушников от 19 до $200, топ наушников, вкладышей, топ затычек, всего вообще топа. Посмотрите и можете узнать там. Так, Грач, спасибо большое. На Алике магазин Кайзер, ножи. Отзыв прочитал, по ножу складному Доминик, или я не ошибаюсь. Вот, кайзеровский ножик, и да, я его купил, хотел еще за 8000 купить, но я не такой нажиман, как бы для обзора я беру, чтобы вскрывать. Еще пару ножей купил, но все в районе 2000. Rolex, спасибо за поддержку 12 минут назад, и до этого был Роман Чернов. Спасибо за труды с прошедшим, еще в прошлый раз. Спасибо. Дальше Сукас. В чем преимущество чайника Xiaomi от обычного перед чайниками сетевого магазина? Александр, для меня в том, что он у меня живет уже 2 года и то, что он хорошо выглядит. Как вам так? PS5 будешь заказывать? Да, бедлам, однозначно. Почку продам, но куплю. Это утрирую, конечно, но на данный момент я не знаю, где купить. Чем ножи затачиваешь? Обычным этим камнем и все. Расскажи про Feel. Это ведь Xiaomi, недавно пришли Lite. Заказывать будешь? Да, они мне уже идут, не знаю, месяца полтора эти бедные Lite. Саня, QT10 получил? Нет еще. Дальше, спасибо за обзоры. Планируется ли обзор на Baseus 0.5? Baseus 0.5 я обкатываю уже, наверное, недели 4. Вот они, я их прям слушаю. И, в общем, я не знаю, что пока о них сказать. Ну, в общем, не знаю просто и все. Когда буду знать, я обязательно сделаю. Закажи точилку для ножей Xiaomi. Да мне кажется, это обычная, как из Ikea. Когда обзор на Amazfit GTS 2? Ну, тоже, смысл, я понимаю, что я сделаю на него обзор, на них. Но GTS 2 это, по большому счету, вещь, которую вы можете пойти посмотреть в магазине. Прям можете, без проблем. Злой ежик, спасибо. Ты, кстати, первый донатер сегодня. Первый. Один был спонсором, стал человечек, не помню кто. А ты донатер. Колонки с голосовыми помощниками не делал обзора? Алекс, я в каком-то смысле их боюсь.
Почему? Потому что я пока не понимаю, зачем она мне нужна. Какие лучше взять Xiaomi FreeTie первые с проволочной шнуровкой или вторые с обычной шнуровкой? Я бы взял, если для спорта, с проволочной, если бегать где-то. Нет, там написано профессиональная. Да, Алекс, обязательно. И вот я такой проф в ножах, скажу вам, вот профессиональная точилка за $50 там, или сколько она? По-моему, долларов 20. Нет, сделай новый топ наушников. Хомячок, а зачем, если я не считаю, что что-то поменялось? То есть просто, чтобы сделать топ. Я сделаю топ наушников от $200 скоро. Топ-10. Вот, но сначала до этого сделаю еще пару обзоров, и ничего там не поменялось пока. За сколько обошлась твоя новая лампа? Две я купил за 3600. Ну, то есть одна 3600 и вторая. Керамические ножи можно точить? Какая-то точилка нужна? По-моему, можно, Диана. Если я не ошибаюсь, могут часто люди нас поправить. Не забываем прожать лайк. Всем приятного вечера. Рад вас видеть. И хорошо, что общаемся. И общаемся хорошо. Валерия дошла. Привет. Здорово, вот сижу и настраиваю свои новые пятые Mi Band под твой видеообзор. Рамин, я рад, что круто все, что вы можете их настроить. Смотрите, у наших в районе 4000 рублей, дешевле хлам. Наши недорого делают точилки, понятно. Я не буду, Алекс, это читать, Алекс Колс. Какие КЗ лучше по звуку за свои деньги? Нера, я только КЗ S1 тестил, по-моему. Ирригатор на столе пробовал или пробовался другие? У меня, Влад, я расскажу по поводу дружбы с ирригаторами. У меня был Браун стационарный, с помпой, со всеми делами. Покупал я его за космические деньги. Сейчас опять напишут, выделываются, если я назову сумму. Ну, в общем, самый дорогой, с самой дорогой щеткой. И он навернулся за 7 месяцев. И потом мне его просто очумели ремонтировать. Я на это дело плюнул, и все. Хотя там 1000 лайфхаков, как можно отремонтировать было. Понятно, что это мой конкретный негативный опыт, поэтому я его не вспоминаю ни в роликах, нигде. Но поэтому я покупаю вещи по более-менее адекватным ценам. Но сейчас я уже купил эту штуку, потому что она мне просто понравилась внешне. Я хотел на нее обзор сделать. КЗС-1 лучше филов играют? Нет. Спасибо вообще за твой канал, за твои обзоры. Куча полезных вещей, Влад. Вчера спрашивал, но спрошу еще раз. Halo T1 или QCY T5? Влад, я не отвечаю на такие вопросы. У меня есть топ-10. Топ-10 на канале. Вы можете его посмотреть и решить, что для меня было интереснее. Вот. Саня, отечественные производители ножей не рассматриваешь? Они дорогие все. Наушники до 5-6 тысяч рублей. Топ-10. Ленин, кроссовки, качество шлак. Хоть взяла за $1,500. Какие именно кроссовки? Тиразус. Точильный станок фирмы Граль. Смотрите, у нас нажиманская получается, как нажиманский стрим. Из топ-100 Xiaomi получается нажиманский стрим. Сейчас посмотрим. Не шутя. Но я почему-то не вижу фирмы Граль. Ничего. Ну ладно. Александр, у тебя 3 телеграм-канала. Первый с промами, второй с чатом, а третий для чего? А третий просто так. Потому что он сначала был первым. У меня тоже нож Кизляр, ему уже 20 лет. Вот так и должно быть. Пользовался ли я мультитулами Letterman? Нет. QCY T10 пришли уже? Нет. Я не знаю, что у вас за фанатичная штука, Леха. Вот у всех, что QCY T10 окажутся какими-то фееричными наушниками. Я на 99,9 в периоде уверен, что это из-за разряда Baseus 0.5. Я их хейтить не буду из-за цены, но ничего там прям вау, буф, нету. Я хотя бы по габаритам это вижу. Дальше я пропустил, может, лампа обзоры делал. На эти лампы нет, на ту лампу да. Ленинг Аурора Видвока. Я не знаю, что это за модель, но сейчас посмотрю. Я не вижу ее почему-то. Его уже нет, это раз. А два, я бы не стал брать. Я сочувствую вам. Телегу с чатом, можно ссылку? Телега с чатом и с остальным есть в прикрепленном комментарии. Нет, со скидками только. А с чатом в телеграм-канале в описании к ролику. В описании к ролику есть телеграм-канал с чатом, а в прикрепленном комментарии с ссылками и промокодами. Хотя сколько стоит сейчас они от Кизляра, я не знаю. Наверное, очень дорого.
Так, Суграч, спасибо, но это уже перебор. Но я запомнил. 5 секунд. Напоминаю, что все розыгрыши всех девайсов проходят на канале для стримов, стримы сохраняются. Можете посмотреть за ноябрь, кстати. Потому что 2 человека так и не подошло, несмотря на то, что я им написал. Напомни название ирригатора от Xiaomi, Sucos X3. Посмотрите в сообщении, в сообществе на канале. Я сегодня запостил этот ирригатор в сообществе, напомнил ролик. А этот ирригатор был сегодня на обзоре. Это W1. Первый для меня девайс от бренда Xiaomi. Надеюсь, говорят, что не расстроит и не разочаруюсь данной компании. Наоборот, захочу еще что-нибудь от нее, например, телефон или наушники. То есть у тебя будет ролик 100 вещей Xiaomi, это и есть стрим 100 вещей Xiaomi, посмотрите описание, там больше, чем сотни вещей, и опять же в описании не хватило места. Звук в приоритете, у меня Pixel, что лучше? Я бы взял Vivo, но я не знаю, что вам больше зайдет. Там посадка разная даже. Решил не смотреть ролик Артура, захожу, тут опять ножи обсуждают. Скузя. Я не знаю, кто такой Артур, но окей. Саша, за сколько примерно вне сезон можно купить солнцезащитный турок? Я думаю, что вообще их очень сложно купить, потому что их даже вне сезон сложно купить. Стоит ли брать GTS 2 за 140 баксов? Не знаю, не тестировал Влад. Вообще в сегменте умных часов, браслет Honor Band 6. Да, я заряжаю сейчас свои Amazfit Neo. Есть ли обзор на какие-нибудь спортивные шапки или посоветовать что-нибудь? Может, нет, Артем? Но они же стандартные. Идете в Trial Sport, Kant или Trial Sport или Kant. Окей. Ладно, тезка, удачи, хорошего настроения. Да, Алекс, спасибо, что зашел. Hi-Fi плееры Sony не тестил? Нет, Раиль, это дело тестится, ты приходишь в магазин и тестируешь. И говорить людям, что идите покупайте Sony за их космос-цену, но они же реально прям очень дорогие. Ирригатор голубой классный, кстати, я его год назад брал, Саша помнит, вместе с щетками. Ага, только корректор у многих они погибли, не знаю почему. Honor Magic Watch 2 использовал после обзора, еще были какие-то негативные моменты? Нет, у меня нет, Сергей, времени, к сожалению, использовать девайсы долго, потому что тестирую все я сам, и вот как бы что ношу, то ношу. Сейчас я тестирую, не буду говорить что, но другие часы, притом я их буду разыгрывать. Прошлый стрим говорил, а сейчас говорить не буду. А почему ты хочешь сделать ролик Артем? Потому что не хочу. Потому что хочу, то и делаю, как и любой другой человек. Кстати, вопрос. Товар 3-ю неделю на таможне лежит в приложении отслеживания восклицательный знак. Я не видел ни разу восклицательных знаков, не подскажу, Грач. Спроси в телеграм-канале у нас взаимопомощи, может кто встречал. Я перепутал Huawei Watch GT 2. Вроде норм за 140 баксов, не то что 280 на старте. Да, Влад, GT2 прям вообще отличные за 140 баксов. Леха, спасибо, но мы как-то правила соблюдаем, что не рекламировать другие каналы. Нет живой до сих пор, и жена пользуется, отлично. Какой триммер для тела посоветуешь взять? Ёшки. Не скажу. Когда будет обещанное видео с инструкциями по покупкам? Будет. Oclean X Pro взял за 3,5 норма, это вообще топ. Я, кстати, после обзора покритиковал Honor Band 6, а потом изучил тему и решил, что это лучшее предложение, еще и за 2700. Потом купил к жене к iPhone S220. Может быть, Виктор, я говорю, вещи это такие штуки, поэтому некоторые из них я придерживаю. Лучший триммер для тела зажигалка. Пьезо, да? Это правда, что в смартфонах Xiaomi говорят много рекламы? Да, но это можно отрубить. И это не важно. И потом можно еще перепрошить на глобалку практически все. Как хорошо, что Варвар тут, можно просто слушать стрим. Валерия, я удивлен, тебя как-то давно не было. У тебя все норм? Леха, тебя тоже касается в следующий раз, ман. Ладно. Дальше, будет ли обзор на Nubia Red Magic TVS? Хомячок, я купил их, наверное, неделю назад, мне их не выслали, я открыл споры, вроде бы мне их выслали. Вот такая драма. Я хочу сделать на них обзор. Хавит Хаки, на следующий день Anker P2, скидка за 3500, но звук все равно нравится. Не понял, вы купили, Дима, и то, и другое?
Анкерак тут умудрялся за 2800, за 2700 покупать, но 3,5 тоже очень хорошая цена. У SE с первым очень хорошо работал Honor Band 3. Ага. Наконец-то колонка Anker Flare пришла, очень даже хороша. Также рюкзак Arctic Hunter забрал, отлично. А дальше купил Хавит, понятно, Дима. А в глобалке она тоже есть, я не помню о чем тоже. Пришли с аликами R2 SE, уже 2 раза случилась такая штука, что открываешь кейс, а наушники не включаются сами. Лучше откройте спор и верните товар. У Xiaomi-шных лоукостовых ушей чего только не бывает. Это я не пытаюсь оправдываться, но за сколько вы купили? Я знаю, что SE реально было купить даже дешевле 1000 во время 11.11. А, реклама Xiaomi. Можно отключить ее все равно. Непонятно, Xiaomi Redmi AirDots 2 гигабайта. От чего? Понятия не имею, что такое 2 гигабайта в... Антонио, спасибо большое. West People, прочитаю сейчас 5 секунд. Посоветуют Bluetooth колонку с басами до 5000, есть ли смысл брать, какую сумму. Хотел взять Яндекс Мини, но по звуку она не очень. В общем, в целом и частности, у вас получается 5000 рублей. Это, конечно, не 100 долларов, но вот это вот Soundcore Motion Plus, это топ. Там, я не знаю, сколько она сейчас, обычно ее реально на распродажах, вот завтра будет сейл, либо в средних распродажах купить в районе 5. Если нет, можете покупать любую колонку Anker, можете покупать любую колонку от Мифа. Вот, Мифа A10, A10 Plus, посмотрите, может быть что-то еще интересное есть, но вы точно будете довольны по звуку. С Nubia вечно беда, хотя Nubia Z11 Mini первый смарт Салика. Так, я так и не успел прочитать. Не меломан, привет, хочу купить Sony 710, 6000 рублей. Просто модели Анкера R2, все. На Анкер слишком много баса. Ну, Валерия, ну для этого же ручки есть. Есть амбушюры, есть эквалайзер. Можно сделать что-то. И опять же, ты девочка. Девочкам низов обычно не хватает средних и верхних частот. Вы слышите по-другому. Ладно, отдыхать. Рамин, счастливо. Мне жена подарила Яндекс Мини, но это обусловлено, у меня уже есть Harman. Ага, да, ты говорил. Когда у тебя есть Harman, ты можешь ничего больше не покупать. Приложение у Анкера есть неплохое. Есть такое дело, Данилов, ты дошел до нас, здорово. Дальше JBL, Guest People, Guest People, по поводу JBL вам многие могут рассказать, кто их кормит. Guest People, если вы будете таким образом выражаться, вас забанят. Нет, Sony хорошие наушники, Sony хорошие колонки, но у них совсем другая стоимость. То, что вы купите за 5000 рублей от Анкера, либо Мифа, Sony за ту же цену будет рвать. Какую электрическую зубную щетку до 10 долларов выбрать? Которая вам подвернется, потому что до 10 долларов довольно сложно поймать те же PB60. Посмотрите в телеграм-канале, говорю, со скидками у меня. Там много всяких штук выкидываю, пока нет ничего. Вот. Я уже понял, Guest People, я тебе ответил на твой вопрос. Вопрос состоял в том, что я посоветую. Sony я не советую, вот и все. То есть, если ты хочешь мое мнение, я его тебе высказал. Я в первую очередь аудиофил. В моей колонке, как оказалось, нет поддержки App. И, соответственно, встроенного эквалайзера. Ох ты, ёшки-гагошки, да, это плохо. Саш, правда, деградация батареи на Harman я не избежал. 3 месяца она Ну, это какая-то бредятина, Виктор, слишком быстро. Вот. Ну да, но это уже будет чуть-чуть другая история, когда ты покупаешь такую колонку или получаешь, и потом ее вскрываешь, чтобы заменить аккум. Саша, а будешь обновлять топ по микро, вкладыши и затычек? Может быть, может. Но так же все просто. AirPods и все. Vivo TV с AirPods, OPN, и бах, все, вот топ. И все. Ну а туда запихаю только дорогие наушники, вы же понимаете. Либо шнурки какие-нибудь для проформы. Посоветую недорогие наушники-затычки с ANC. Есть топ-5 наушников с ANC на канале. Зачем в колонку встроен эквалайзер? В программе есть любой. А это реальный брак у Харманов. Я знал, на что шел. Ну прям ты сипуку решил сделать, да, Виктор? Дальше чайник на столе стоит. Топ живучий, живет. Я этому рад. Меня он радует. Радует. Ну, хороший чайник.
У них много таких, я говорю, их в магазине продают, притом их, по-моему, перевыпустили, поэтому проблем в любом русском магазине купить нет вообще никаких, тем более еще и дешевле, чем на Алишке. Очень спорно насчет Harman Kardon, есть и беспроводная Onyx. Ну, кому что. Я говорю, по поводу звука можно прям воевать по полной программе. JBL совсем уже не то, потому что JBL не те люди купили. Вот, ну, опять же, это мое субъективное мнение, кто-то его может не поддерживать. Наверное, хорошо тем, кому не поддерживать. Через год начал трещать. Но работает, Михаил, или нет? Маршалловские колонки топ, если за норм деньги, даже переносные есть. Я не слушал. Я вижу на них очень много распродаж, и внутри меня возникает вопрос, почему. У каких недорогих наушников более-менее нормальный микрофон? У шнурков только. Покупайте соло. И понятие недорогих, кидяк для всех разное. То есть кому-то недорогие это 10 тысяч, для кого-то недорогие это 30 тысяч, для кого-то недорогие это 3 тысячи, для кого-то недорогие это 700 рублей. Если у вас ограничение, допустим, в 1000 рублей, то никакие. То есть любые с выносным микрофоном, чтобы у вас была палочка, образно говоря. Варвар, ты решил меня закидать деньгами. Спасибо. Мифа, у них вышли новые колонки. Продавец мне жаловался, что ты на них обзор не хотел взять. Он продавец обман. Это неправда, Варвар. Это не так. Вы нашли, кому верить. Я от мифовских колонок, я просил скидку на мифа обычные, на мифа плюс просил скидку. А ты мне говоришь, и в итоге мне ее не дали. А ты мне говоришь, что я мифа отказал в обзоре 3 колонок. Бугагашенька. Он, наверное, просто... Кстати, мне многие пишут, продавцы на Алиэкспрессе, что им написывают люди под моим ником. То есть, может, он не тому писал. Можешь написать ему еще раз. Я всем на гугле отвечаю, ей давай. Ну, кроме каких-то ноунеймов. Единственное, от часов от очень многих отказываюсь, потому что они мне не интересны. Ну, как бы хлама я и так понакупал море. Ну, из разряда там $50. Анкер, что про R2? Шлак по звуку в плане цены сильно, но частотка норм. Но слушать звук, как в трубе, не доставляет удовольствия. Все анкера отправил, взад вернул. Ёшки-гагошки. Либо, Вадим, у вас брак, либо вы чего-то слышите, то, что большинство людей не слышат. Всю электрическую зубную щетку до 10 выбрать. Уже ответил Валерия, понятно. Как ведут себя Vivo TVS Neo, если в них бегать в шапке? Не знаю. Трясутся, наверное. Все зависит от ваших ушей, это вкладыши. А зачем бегать в них в шапке? Спортом заниматься? Я думаю, защита от влаги им хватит. Ребят, подскажите, стоит ли брать Halo GT1 Pro? Ага, понятно. У Фила T1 XS есть конкуренты? Nero, их море, у меня есть топ-10 на канале, T1 XS не лучше, особенно в плане формы, в моем понимании. Да и по звуку то же самое. Но на вкус и цвет. Большие они, габаритные, единственное. То есть сейчас Lite выйдет, точнее вышло, мне придут, я расскажу о них. Они хотя бы маленькие. Какую лучше качество цена от бритвы? Не подскажу. Ты делаешь топовые видео, спасибо, Саша. По поводу бритвы, качество цена лучше, это Philips или Braun. Круче часов яблочных и планшетов, увы. Планшеты однозначны. По поводу часов, мне сейчас придут часы Oppo и придут часы Realme, по-моему. Realme я, по-моему, заказал. В общем, несколько умных часов в районе 20-ки заказал и расскажу. Свяжись с ним, или он мне пришлет, а ты разыграешь и сделать обзор. Да черт с ним, Варвар, у меня девайсов хватает. Я говорю, он просто не писал мне. Будет топ Bluetooth колонок, что посоветуешь? Может быть. Ну, я говорю, а что я посоветую? Анкера посоветую, Мифа посоветую. Но Bluetooth колонки я бы тоже посмотрела. Ладно, Валерия, в следующем, вот сейчас я раскидаюсь в этом месяце с телефонами, а в следующем, может быть, колонки уже. На что перейти с Amazfit Bip? На Amazfit Bip U. Но там автономность меньше. U Pro. Есть какие-нибудь смарт-часы, чтобы недорогие 10-13 тысяч и звонить можно? Нет. Лемфа, я их буду обозревать, но я их не советую сразу. Какая бритва топ от Xiaomi цена-качество? Я, кстати, одни такие часы Лемфа еще разыграю. Потому что они мне написали, долго сначала писали, чтобы я удалил обзор на их часы. По-моему, 10-е, иксы я покупал их. Потом писали,
И вот сейчас написали, хотят, чтобы я сделал обзор на их часы. Я им написал тогда для розыгрыша тоже. И для розыгрыша они тоже пришлют. То есть одни часы от Лемфа, 12, по-моему, я еще и разыграю, если они придут. Но, по-моему, они пришли уже. Я еще не вскрывал просто. По твоим рекомендациям взял Oppo W51. Большое спасибо, доволен. Вова очень рад этому. Мифа топ-колонок те по 4000 стоят. Он говорит, топовый, ты лучший обзорщик Мифа. Варвар, я не знаю, про кого ты говоришь. Я говорю, я сейчас ругаться буду уже матом, и меня начнут банить. Хотя на канале не ругаюсь. Еще раз, Мифа это один из тех брендов, которые посылали меня в жопу последние 3 года. Я у них даже скидки не мог вымолить, не знаю. Потому что фактически я им просто тупо делаю рекламу, но у них реально хорошие колонки. То есть они мне тупо нравятся. И они себе рекламу в принципе не делают. О них никто не, большинство людей не знает. Никто мне не предлагал их колонки. Они мне прислали вот эти наушники, которые я не хотел, чтобы они прислали. Я им дал адрес, потом они мне скинули ссылку, что прислали. Я им написал, что это неинтересно. Вот эту штуку, она отличная, наверное, для спорта, для слоновьих ушей. Я их ношу с болью, но я свои уши не разносил под них. Обзор будет, звучат они хорошо, но вот габариты нет. ТЧК. Вот единственное, с чем у меня было... Хорошо, пришли мне Mifa Official Store. Посоветуй, пожалуйста, Powerbank для MacBook Pro. Офигеть, они еще и переписку раскидывают. Ну вот нахер с ними работать, извините за мой французский. Очень они, как у меня, хорошие, кстати. Но мне интересно это, сейчас посмотрим. Так. Подскажи, пожалуйста, какой-нибудь браслет или часы с NFC. Mi Band 4 с NFC, работающие. Габариты мыльница. Посоветуй, пожалуйста, Powerbank под MacBook Pro. Я не знаю, какая у него там потреблялка. ZMI хорошая. Какие лучшие цена-качество бритвы Xiaomi? Я пользуюсь этим, но она дорогая. MSN. Самые дешевые это Enhen, все. Когда обзор на Mixator E9 Pro? Илюха, я сам хочу знать, я не знаю, как из себя его выдавить. Я, видите, неделю не рассказываю про наушники. У меня какая-то деморализация. Я не могу 3 месяца уволиться с работы, чувствую себя крепостным крестьянином. Люди, которые были примерно в такой же ситуации, я думаю, меня поймут. А если, как все говорят, ты просто уйдешь, мне минимум впаяют 1,5 года не условки, я реально сяду. Об этом я недавно узнал. Поэтому обзоры я, конечно, делаю, но исключительно на то, что сейчас хочу. Хотя я понимаю, что хорошо бы было делать на что-то еще, помимо того, что я хочу. Видите, поныл. Любой человек есть человек. Не забываем прожать лайк за труды или дизлайк, если вы себя мучаете данным стримом. 61 ватт потребление. Мне кажется, что могут ее раскачать. Powerbank ZMI. Здесь максимально выдает. Так, 5 секунд. Нет, здесь 40 ватт. Этот Power 40 ватт выдает максимум, по-моему. Может, я чего-то не понял? 36 ватт, 40 ватт, 27, 15. Нет, больше 40 он не выдает. Посоветуйте ирригатор, цена-качество. Ну, если не стационарный Сукас, если стационарный, вариантов просто море. Кстати, на следующей неделе, в среду, я сделаю обзор щетки. Притом щетка какая-то, ну не хлам. Вот, мне 3 зубных щетки прислали, я 2 разыграю. Но опять же, это такой мини-промоушен. Я получаю контент, вы получаете призы. Вот. И это все дело будет довольно выгодно стоить на распродаже, наверное. Но самое главное, что можно будет выиграть 2 неплохие. Хотя я всегда, опять же, повторяю, что стрим для этого и существует. Я всегда за X3, X5, X7. X3, конечно, уже не то, X5 все-таки. Их реально купить X3 Pro, X5 Pro, я не помню, какие модели у Сукас. У них топовые щетки. X3 с косяками, остальные в основном нет. Как тебе куртка с подогревом? Хожу, Вова, уже говорил. Дальше. ZMI тоже могут. Ну да. Даже если рендерить, они вывезут. Как тебе куртка ты-ты-тын-ты-тын? Посоветуй, пожалуйста, очки для компьютера. Redmi B1 или Q-Can B1. Посмотрите, пожалуйста. Вот вам, скорее всего, это дело зайдет. Но не факт. Смотрел твои обзоры и не только брал Vivo TVS Pro, не зашло. И Soundcore 2 Pro. Просто песня для ТТТ надоели полноразмерные наушники. Я, Рамоныч, вот серьезно не понял из того, что ты написал. Напиши членораздельно. Vivo TVS Pro я не знаю.
Soundcore 2 Pro знаю, но у них присутствует белый шум, некоторые его слышат, я тоже. Владимир, привет. Just One часы до 5-6 тысяч, топ-10 часов на канале. Стоит ли покупать куртку, если зима 25-30? Нет, лучше купить либо Merrell оригинальный, либо один раз что-нибудь на всю жизнь. Если еще и с ветром нормальным, лучше длиннее покупать. Будет обзор на QCY T10? Будет. Что за игрушка в руках? Это антистресс Xiaomi, который, как многие считают, не Xiaomi, но мне без разницы, потому что успокаивает. Какие проводные наушники для ПК стоит купить? Да любые. Я говорю, я бы Mixsider беспроводные бы взял. Почему? Потому что не обязательно E9 Pro. Конечно, лучше всего выиграть у меня E9 Pro. Но любые беспроводные. Вы просто кидаете их на провод, смотрите, чтобы провод был, и все. Как вариант. Но у накладных наушников еще больше требовательность к вашей форме головы, чем у затычек даже. То есть, если затычки можно амбушюры поподбирать, то либо у вас сядут наушники накладные, либо они вам не зайдут. Columbia, конечно, всегда хорошо. Саня, спасибо за то, что ты делаешь. Эдвард, спасибо, что вы смотрите. Большое. Дальше. Весы хорошие от Xiaomi? Не знаю пока, еще тестирую. Feel CC2 едут еще? Еще едут. Кстати, я про них забыл, надо посмотреть отслеживание. Какие беспроводные посоветуешь до 2000 рублей? Мандалорец, ты просто смотришь топ-10 на канале наушников, и ты узнаешь, что я советую. Донат. US People, окей, сейчас посмотрю. Или это значок просто такой? Кружок. Не вижу Donation Alerts. Не меломан тут только и все. Дальше УГУ перепутал, сорян, ничего страшного. Charge используется Realme Oppo, MacBook использует Power Delivery, да. И Power Delivery как-то... Напилки. Я думаю, что сегодняшняя тема в принципе иссякла. У меня не то, что заряд по поводу Xiaomi отпал или как-то куда-то делся, но девайсов от Xiaomi у меня больше, чем я делаю на них обзоры. То есть, допустим, у меня есть эта бритва, которая обычная, но с моторчиком. Много всяких штуковин интересных. Там, вплоть до фонарика. Просто как-то я устал на них обзоры делать и решил чем-то разбавить. Вот сейчас разбавляю, сами видите чем. Ну почему? Ирригатор Xiaomi был сегодня. Саша, так если турок не найти, чему тогда стоит приглядеться из солнцезащитных? Если можно развернуто. Виктор, в оптике, вот прям развернуть и некуда. Я брал турок только потому, что мне они нравятся внешне. Вот и все. То есть меня вот приперло, как они выглядят. Все элементарно. Что лучше, QCY T8 за 40 или S20 FE за такую же цену? Однозначно не Samsung. Вот прям точно. А это уже дело привычки. Я тут белый шум вообще не замечаю. Очень доволен Soundcore 2 Pro. Вот, до этого всю жизнь ходил в полноразмерных. О том, что достойная альтернатива хорошим звучанием. Романович, спасибо большое за информацию. У меня есть топ-10 наушников по звуку. Они как раз в топе в этом. Вот, но здесь может быть битва тех, кто считает, что у Anker Liberty 2 Pro лучше звук, чем у Sony, и тех, кто считает, что у Sony лучше звук. Во всяком случае, 2 Pro намного проще запихать себе в уши лично мне. Пуховики Columbia не очень, они не дышат. Минус 35 холодно, а минус 45 очень холодно. Фера, вот проблема в том, ну Canada Goose, окей, давайте уже превратимся в какой-то ультра трэшевый канал из разряда идите покупайте в ГУМ, в ЦУМ точнее, пуховик за 70 тысяч. Саша, если для телефона Honor стоит переплачивать за Honor Magic Watch 2 или MOSFET Pace достаточно? Дмитрий, на это сможете ответить только вы, потому что если вам нужен какой-то гаджет, если вам вот он нужен, то он вам, значит, нравится. Если вы спрашиваете про Honor Magic 2, то значит вы понимаете, что это топ. Если вы понимаете, что это для вас топ, любая другая штука, это будет жалкое подобие левой руки. Вопреки всему и несмотря ни на что. Вот эта вот штучка будет завтра на обзоре. Я думаю, Виктория, она поняла, о чем я, да? И потом еще будет BTA 30, я надеюсь очень, что дойдет эта штуковина, она тоже относительно уникальна. Если на Алике продавец с галочкой продает условную Пуму, и магаз Puma Official Store, это точно не Паль. Паль может быть даже у официалов, лично мое мнение. Опять же, чем там супер-мега вы сможете в этом проиграть, ну, откровенно, есть спортивные вещи, если вы в них бегаете, если вы покупаете себе мизуновские кроссовки и вы набегаете по 600 километров в месяц,
то это актуально, особенно по асфальту, купить оригинала. А если вы покупаете что-то для фэшн, и оно идеально внешне, и вы можете каким-то образом даже проверить, и черт с ним, что это подделка. Скорее всего, эта подделка делается на том же заводе и на той же линии, просто ночью. Это я не пытаюсь расхайпить людей, которые продают подделки, это плохо. Но если вы хотите стопроцентной гарантии, ее вам вообще никто не даст, даже в оригинальных магазинах. А в официальных бывают всякие истории, когда продавцы подменяют и все, и остальные вот такие штуки. Если вы хотите New Balance, покупайте в США, если вы хотите китайское что-то, покупайте в Китае. Вот. Что лучше взять, Honor Band 6 или Mi Band 5? Смотря какой у вас телефон. Если у вас телефон Huawei или Honor, то Honor. Если у вас любой другой, то Mi Band. Если вам важна аналитика сна, то тоже Honor. Опять же, мое мнение. Tiger Falls теплые, хотя стоят дешевле, но с дизайном проблемы. Вот видите, у Senhov Momentum хороший звук. У Senhov Momentum первых был нехороший звук, у вторых тоже был нехороший, они у меня на руках, но они выпустили обнову, и он стал хорошим, лично мое субъективное мнение. А то, что вы не можете по одному их использовать, вас не трогает за такую цену, это так, не нападка, а вопрос, как у профессионала. У R2SE я слышу тихое пищание, странно. Ну, скорее всего, хана им. Напишите, откройте споры и верните. Все, лайк поставил, вопрос задал, пока удачи. Владимир Иванов, спасибо, что зашли. Привет, Сань, как жизнь молодая? Спросить хотел, в Питер не врываешься к семье? Алексей, к сожалению, пока нет. К сожалению, это для меня больной вопрос пока. Очень. Будут ли промокоды на распродажу 12.12? Пока нет ничего, но, наверное, будут. Стоит ли брать монитор Redmi Display? Я не тестировал его, Султан, поэтому тебе не отвечу. Мандалорец, мне 37 уже. Вот. Не забываем прожать лайк за труды, будет 300 лайков, будет как-то бодрее. Все-таки 75 минут и 284 человека. Отличный монитор. Вот и хорошо. Спасибо за ответы, Дмитрий, пожалуйста. Дальше берешь в Спортмастере Demix и точно не знаешь, что это паленое. Да мне кажется, даже Demix уже подделывает. Мне так кажется. Чуть не опоздал, но главное, добрый день. Ну, не торт, наверное, все-таки не день, а вечер. И да, добрый вечер. У меня какая-то, кстати, вообще печаль с посылками. Мне iHerb послал посылку, неверно указал номер. Не мог я неделю забрать из постамата витамины. Sony, уже говорил на стриме, 1000 MX отправили вообще в другой регион, за Урал. Я не знаю вообще, что это за печаль. Model Party, да, рано или поздно, через дней так. Под Новый год, я думаю, будет, наверное, если ничего не поменяется. Model Party, поверь мне, это не важно. Людей так много, я им всем рад. И главное, у вас есть желание смотреть мой контент, а у меня есть желание его делать. Был у меня Xiaomi 4X без защитного чехла, носил ни одной царапинки. Купил Redmi Note 8, 1 год, экран в царапинках. Радмир, я бы одобрил вам коммент, но там есть намек на мат. Точнее, вот как-то я его одобрил. Каким-то образом магическим. Напоминаю, что на канале мата нет. Как хамство и реклама. Кому-то я там чего-то удалил, а вас одобрил. Ладно. Мне продавец мамой клялся, что это Demix не паленый. Ну, отлично. Как жизнь у вас? Давно не общались. Не торт. Ну, норм. Относительно. Вот сейчас узнал, что Мифа, оказывается, мне предлагал 3 колонки. Уведомления о предстоящих стримах. Где смотреть? Артек. Я скидываю в сообщество, в Телеграм. И плюс каждое воскресенье. Каждое воскресенье я как штык. Как там в одноименной песне, каждую пятницу я... Вот у нас каждое воскресенье стрим. Розыгрыш был, розыгрыш будет. 30 числа на канале для стримов был розыгрыш, как всегда. Александр, как думаешь, стоит ли покупать кроссовки Фритай до $20 или лучше переплатить и взять антилопу для жесткого месива в спортзале, а после для бега? Месиво это в плане... Тогда лучше ни то, ни другое. Тогда добавь еще $10, иди купи себе для кроссфита Рибок, если месиво. Это беговые кроссовки все-таки, антилопы. Хорошо, что без мата. Радмир, ну да, наверное. Ну, это ограничивает аудиторию. Я сегодня только посмотрел. Понятно, что кто-то ругается и обманывает Google. Но Google не так просто обмануть. По статистике у меня смотрят до 17 лет всего 6,8%. И 6% женского пола. Это очень мало. То есть, в основном я могу говорить на стримах, ну, исключая Валерию, привет, мужики. Как Huawei P40 Pro без Гугла?
P40 Pro. Без гугла, Вова, у меня он есть. Я вас расстрою. Вот магия жизни. Ей! И на него я хорошо сделаю обзор. Вот смотрите, давайте на следующей неделе Poco X3 обзор, Huawei P40 Pro обзор. Еще на что хотите интересного. Что за музыка? Музыка играет вот из OnePlus, точнее из колонки Anker. Просто вбиваете Radio Online и где-то 5-6 вот это будет ланч. Вот такая вот девочка или мальчик с наушниками. И вы сможете сами слушать такие штуковины. Расскажи о весах. Это весы. Они измеряют вес. Они а-ля умные. Пока не тестировал полноценно. Я перечитал, неправильно понял его. Он еще не предлагает, ждет обзор на наушники, которые у тебя. Вот Варвар Рекс, вот именно об этом и разговор. Я не знаю, что он мне там писал. Телеграм-канал потихоньку растет, да. И окей, пусть ждет. Когда у меня будет желание, я сделаю. Мы сейчас вот с вами говорим, опять же, Варвар, ты говоришь мне колонки. Я купил Motion Plus за 8 тысяч, ладно, за 6, почти 100 баксов. Купил анкеровскую вот эту колонку. Я до сих пор на них еще не сделал обзор. Зачем мне колонки Мифа? И сходиться пеной наушников я себе купил, наверное, пар еще 20 у меня лежит дома, которые я не обозревал. Вот, AirDots хороши, ну, за свою цену, да, всегда можно так отвечать. Реально достать антилопы вторые 44 размера. Они существуют, но их тяжело достать, напишите продавцу. А что до 17 ругаются больше? До 17... Да, Александр, к сожалению, до 17 больше людей ругается, им больше нужно трэш-тока. То есть они приходят, чтобы с взрослыми дядьками пошутить. Вот. Не понимаю тех 11 человек, которые поставили дизлайки. Но это вообще самые верные зрители. Хейтеры, вот, допустим, подписчики не все приходят, а хейтеры всегда. Завтра будет обзор, если да, то на что? Завтра будет обзор вот на эту штучку. Валерия узнала, надеюсь. Как тебе Poco X3? Григорий, если вы хотите хейтерский обзор, это не ко мне он понравился. Вот. Redmi 9S. Не тестировал. Я спрашиваю про кроссовки Фрита и антилопу для футбола в спортзале после для бега. Еще раз повторяю. Алексей, купите себе самые дешевые тогда для футбола кроссовки. Точно не играйте в футбол в беговых кроссовках. Вы палец себе сломаете в конце концов. Пальцы. Александр, вы не в курсе, что с Vivo TVS 2019? Они практически у всех продавцов, у кого остались, стоят по 120 баксов. Я вас расстрою, Арман. Я Vivo TVS покупал за 100, по-моему, 60 или 160 долларов. Поэтому, как бы так. И вот такая цена была. Если не дороже, можете посмотреть обзор, я там говорил. Тоже жду Poco, маме заказал на DR. Я уверен, мама будет рада. Realme 6 Pro будет? Да, я купил Realme 6 Pro и 7 Pro. Я вообще много всяких телефонов накупил. Я понимаю, что это будет так себе контент из разряда на хайпе, потому что уже все их обозревали. Но я зато смогу на стримах говорить, какие я телефоны советую, правильно? Как я могу говорить, какие телефоны советую, когда сам их не юзал? Дальше в Halo GT XR, как думаешь? Я не думаю, я делаю. Есть топы на канале по наушникам, можете посмотреть. Привет, Саня, и всем зрителям. Мира, здоровья и благополучия. Не скупимся. Алекс, спасибо большое за добрые слова. Huawei Band 4 Pro. Юрий, вам решать. Не отвечу, я говорю, вот на такие вещи ответите только вы себе сами. Нет, еще Т10 не пришли. Для волейбола у вас Рии вообще у всех какая-то... Мне кажется, их закупили все. И все такие, ну сейчас он должен сказать, что они топ. Ну, как бы, вряд ли я скажу. Я говорю, у них очень много... Я же вижу, что за девайс. Обычный девайс QCI. И если вы думаете, что QCY, который я покупаю все, я все обозреваю, если они придут и будут хламом, я просто не буду делать на них обзор. Почему? Потому что зачем? Ну, то есть, как бы зачем? Вы все равно уже скупили все 11 числа. Guesta People Donut сердечко. Что это за прикол? Стоит брать кабель от Baseus? Наверное, да. Привет, я видел поддельный рюкзак без спак в официальном магазине. Причем у меня такой же за спиной, только оригинальный. Виталий, их есть два рюкзака. Есть первый бизнес-пак и второй. Возможно, просто вы увидели второй. Air Force лучший кроссы, а цена, качество, удобство. Понял? Я уже 2 кинул, не меломан. Да не кидайте больше, если вас так парит. Чекни прошлый донат. Так. Но Анкер уши нашел только вкладыши. Накладные уши для YouTube. До 5000. Скажи полное название модели.
Зайди в телеграм-канал, не меломан. Накладные до 5000. Да что угодно, любые миксайдер. Напишите ему миксайдер E10 и все. Саша, у меня Anker GTR, они и проводные, и беспроводные. 47 миллиметров. Я не знаю, для чего они нужны, подскажите, может я их недооцениваю. Какой просто? Они нужны раз для красоты, второе для оповещения и третье для отслеживания трека. У них есть GPS. То есть, если вы будете с ними бегать, можно не брать телефон и знать, сколько вы пробежали. Точно, практически идеально. А когда будешь готовить обзор на P40 Pro? Думаю, на следующей неделе уже все, корректор. Все сроки прошли. 3 месяца, если не больше, уже его юзаю. Да? Кабель Базеус классный, я взял машину с быстрой зарядкой, отлично. Да он просто многоамперный и все. Что думаешь о Realme Q2? Я не думаю, я их не тестировал. 47 миллиметров, ничего себе бандура. Ну вот так. Я кабель у Green покупал, качество норм тоже. Саня пользовался Amazfit Bip, купил Honor Magic Watch 2. Хочу взять Amazfit Bip, отвязать и отдать дочери. Подскажи, как их отвязать. В программе есть такая штучка, сейчас посмотрим. Amazfit GTS 2 Mini заказал. Нет. Я говорю, у меня слишком много девайсов. Посмотрите, сколько я в ноябре купил. Timberland взять, где по большим скидкам большого размера. Только через США, опять же, я не знаю, у них вес высокий. 5 секунд дайте. Они к Zeppo подключены у вас или к Mi-Fit? К Mi-Fit нажимаете на сам девайс, и там будет отключить. Арман, он просто, видимо, закончились. Посмотрите, говорю, напишите в телеграм-канале с вопросами, вам люди помогут. Точечно. Просто это долго. Брал Mi Band 4, их тоже перецарапал, просто я на стройке работаю. Так вы что угодно поцарапаете, в принципе. Vivo TVS 2019 продали из продажи, потому что их скупили все, Арман, вот и все. Саня пробовал аккумуляторы пальчиковые USB, никель-цинковые. Стоит ли? Нет, пока не тестил. Поэтому не отвечу вам на данный вопрос. Backpack 2 от Xiaomi мне вообще не зашел. Особенно плохое решение — это карман там, где шлейки крепятся сверху. А мне как раз он зашел. Я туда пиксель запихиваю. Валерий. Вот видите, сколько людей, столько и мнений. А что брать? QC White Pro? Ну, Рэй, вы решили не мытьем, так катанием. В топ-10 на канале. И теперь я вас баню, потому что это называется спам. Вот так много людей банится. Та-да! Не хочешь протестить новый хит? Не вижу пока. Poco M3. Люк, я купил Poco M3, и он еще в Китае пока. О, села. Вопреки всему, несмотря ни на что. Какие девайсы будут в обзорах на неделе? Первое, это вот раз девайс. Вы узнаете, зачем он. Кто-то, может, уже знает. Второе, будет, наверное, умные часы Лемфа. Притом я разыграю еще одни умные часы Лемфа. Третье, будет 100% щетки в среду, в четверг где-то там, может в пятницу. И я разыграю две щетки электрические. Это местный магазин, тоже их мини-промоушен, ну ничего, как раз для розыгрыша 30 декабря побольше будет всяких девайсов. И вот, наверное, так, может Amazfit BPU еще с чем-то сравню. Какого цвета ты Pocket купил? Желтый? Нет, по-моему, обычный просто. Стоит переходить с Amazfit BIP на что-нибудь другое? Если вы задаетесь этим вопросом, значит стоит. Наушники КЗ проводные, какие посоветуешь? Терминатор. Терминатор, вот они. Я с ними тоже сегодня слушал. Все еще радует меня. Обзор на канале. Уши на замену AirDots. Их звук меня устраивает, а автономность норм, но хотелось бы Type-C. С Type-C супер дешевого уже нет. Посмотрите в топах. Новый TicWatch будешь тестить? PUBG, давайте скажем так. Если один раз девайс оказался хламом, потом второй раз оказался хламом, вы думаете, третий раз они сделают не хлам? Нет, там первый балл, и они хлам ткань как пакеты. Внутри тыкает противное. Не понял я о чем, но окей. Очень жду обзор на Poco M3. Ну, мне кажется, что я не раньше, чем через месяц его сделаю ревью, потому что как-то он долго в пути. Хотя, черт его знает, все бывает очень быстро. Из-за пандемии все очень долго идет, но относительно прошлого года, когда вообще все стояло, сейчас более-менее еще. Сейчас я посмотрю, кстати, отслеживание. По другим обзорам не хлам, но к ним доверия нет. По другим обзорам, так вы про
про, наверное, тикпоцы. Если вы доверяете тем обзорам, которые в тикпоце говорят, что они не хлам, лучше смотрите этих блогеров, потому что я буду вас только расстраивать. Мне есть с чем сравнивать, у меня было больше 300 пар наушников ТВС, но они точно там не в первой сотне, вообще никак. У них идея хорошая, то есть их можно похвалить, вот они молодцы, они там придумывают что-то, пластик хороший. Но сказать, что они за свои деньги отрабатывают, я так не считаю. Вот GTR нету, вторых, так, Poco M3 вышло куда-то, подождите, уже отслеживание даже пошло. В Гонконге у меня Poco M3 5 декабря. Очень жду обзор на наушники с мультипоинтом. Андрей, а как я жду? А что, какие из наушников с мультипоинтом вы знаете? О, кстати, у меня Huawei FreeLace Pro я купил за 6800, а я их еще не обозревал, надо тоже. Хотя это шнурки, их все хвалили, и как-то это будет все очень печально. Но я однозначно на 99% уверен, что вы поймете, когда я скажу, что OnePlus Bullets 2 лучше, правда? Сань, припаяй радиатор для пикселя. Да не, зачем? Вы услышали, что он уже греется, да? Я думаю, что пора заканчивать наше общение, потому что, в принципе, неплохо поговорили, зато на следующий раз будет больше тем для разговоров. Да, есть топ щеток электрических, есть топ бритв, есть топ кроссовок, есть топ наушников накладных, есть топ накладных нет. Есть топ наушников вкладышей, топ-10 дешевых наушников, наушников с aptX, топ-5 телефонов, топ-10 кроссовок, топ-5 кроссовок, топ-5 курток. Вот, пуховиков. Подскажите, а как купить на Ализа монеты? Ох, посмотрите прошлые стримы, как кто покупал. Хорошо, как-то нас очень много, стыдно уходить. Буллетсы вторые есть, не зашел ошейник. Ну вот так. По звуку не зашел, ну по форме скорее всего. А топ смарт-часов или браслетов, есть смарт-часов топ тоже. Видите, 28 топов. Ничего не поменялось. Ничего не поменялось для меня. Для вас может поменяться. Вот. Всем добра. Давайте прощаться. Валерий, Виктор, Вова, Дмитрий, Model Party. Zenhoof Momentum топить не пробовал? Да, за эту цену воду должны держать. Это о работе по одному наушнику. Ага. Вадим, я не понял, вы ответили мне на вопрос вопросом, типа то, что они по одному не работают, это норм за 15 тысяч рублей? И типа я их еще должен был потопить, и они будут работать вместе, или как? Что это имеется? Варвар счастливо, Бедлам счастливо, Model Party счастливо, Хомяк счастливо, Дамир счастливо, Вова счастливо, Григорий счастливо. Нера тоже счастливо, Маршалы вторые окей. Вадим, удачи. Корректор счастливо. Никита счастливо, Рюк счастливо, Вова счастливо, Саня, удачи. Спасибо, что все пришли. Кому не жалко, ставим дизлайк. И обязательно, если смотрите это дело в записи, в чем я сомневаюсь, но вдруг кто-то это смотрит, не забываем в комментах написать, что бы вы хотели, чтобы я купил, потому что завтра начнется распродажа, а я пока не знаю, что я хочу купить еще, потому что вроде бы все взял в ноябре, и это неплохо. Кирилл, счастливо, корректор, надеюсь, у тебя все будет good. Держу за тебя кулачки. Султан, good luck. Дима, да, не прощаемся. Всем удачи. Спасибо за стрим. В чат ТГ свой зальешь иногда. Я все время там, я просто не пишу ничего. Там хватает людей с мозгом больше, чем у меня. Эдик, удачи. Спасибо за стрим, друзья. Вячеслав, удачи.